Все пошло, отлично. Саламатсыздар ма, Мәке? Қалдарыңыз қалай? Сәлеметсіз ба, амансыз ба, қалыңыз жақсы, өздеріңіз Сіз қалайсыз? аманбыз, сізді көріп қуанып отырмыз. Соншама Иә. сондай керемет біздің режиссеріміз, қазақтың режиссері. Солай, Мәке, онда орысшаға, если будем переходить, чтобы у нас как бы мы профессионально говорили о нашем интервью, мы Да. являемся казахами, которые говорят и на казахском, и на русском, и на французском, и на английском дегендей. Может быть, перейдем на русский язык, чтобы было как-то более ближе к нашей теме, чтобы мы раскрыли все наши темы, Маки. Хотелось бы узнать, немножко расскажите про вас, о себе немножечко. Вкратце, значит, спасибо. Вкратце, сколько себя помню, все мое осознанное, скажем, детство, отрочество и дальнейшее мое, скажем, продвижение, профессиональное, будем уже говорить, связано было с кино. То есть в детстве я помню, когда первый раз попал в кинотеатр, это было неописуемое такое впечатление для меня тогда, когда я старался на первом ряду сидеть, меркло освещение в зале, огромная люстра такая времен соцреализма, раздвигались вот эти вот шторы, занавес, и мы ждали с трепетом, что будет широкоформатное кино, и был эффект того, что я там полностью, я не видел перед собой зал, я на первом ряду, маленький такой зритель сидел и смотрел фактически вот так по сторонам. Это был эффект такой, что я там, вот, потому что мама еще моя говорила, когда у нее схватки начались, она тоже была в кинотеатре в этот момент. Видимо, этим самым и объясняется то, что тяга кино, как у детишек, которые на плантациях рождаются у мам, афроамериканские дети, у них уже джазовые какие-то задатки есть. Ну, будем так говорить, наверное, этим и объясняется. Вот. А потом еще я родился 27 марта, это Международный день театра. Ну и видите, как бы уже был обречен на то, что работать в искусстве с актерами. Потому что некоторое время я, проучившись 9 лет на художника, работал еще и в театре. И меня все-таки больше тянуло вот это вот действо такое магическое, когда человек, преображаясь, передает все нюансы и тонкости человеческой натуры, психики. Не буду в ущерб живописи говорить, где живопись, скажем, как стоп-кадр двухмерно передает композицию того, что происходит, используя реальные формы, или музыка в абстракции, дающая нам ощущение аудиальное через слух. А здесь кино вбирает в себя, будучи, ну, скажем так, на этом витке, замыкающим видом искусства, вбирает в себя все виды искусств. И, конечно, все свое, то, что я называю профессиональную деятельность, было связано с тем, чтобы обучиться подсознательно тому, из чего делается кино. То есть на телевидении я осваивал монтаж, съемку, написание сценариев, выезжал на сюжеты, программником работал. В театре я больше участвовал в процессе создания той среды, в которой находится актер, костюмы, декорации. Вот. И, конечно, в кино начинал с нуля, то есть толкал тележку оператора, то есть одним глазом всегда смотрел, что творится на площадке. Вот, собственно, в 50 лет я понял, что, оказывается, могу и сам свое кино создавать. Ну, тогда, на тот момент, попав на Кинотавр, я взял интервью у всех тех актеров, которые были на тот момент на этом кинофестивале популярны. Они дали напутственные слова, в том числе и Борис Юрьевич Грачевский. И вот так пошло-поехало. Желающих было очень много. И вот так у меня появилась киношкола, где детей надо было репетировать, укомплектовывать в определенные там возрастные группы, классы, языковые. И аналог Ералаша я был первым, я запустил вот на нашем телевидении, на казахстанском, Аналог я имею в виду. Ералаша. Вот уже, да, аналог Ералаша, Хазахша да Орысша. В 2010 году мы в эфир вышли, а сам процесс был чуть раньше. Вот примерно так. На сегодняшний день вот то, о чем мы с вами всегда говорим, этот фильм «Мимикрия», он как бы венчает нашу вот эту вот... Ну, до этого тоже у меня было 3-4 фильма, но они больше такие напоминают камерные, учебные мини-сериалы и около 1000 короткометражек. Вот так вот работаем на сегодняшний день.
по сей день. Ну, как здорово, ой, как здорово. Да, мы с вами поработали над мимикрией, мы отдельно о ней поговорим. Хотелось бы еще открыть вашу личность перед тем, как мы перейдем к мимикрии. Смотрите, я, просмотрев ваши ролики на YouTube, посмотрев мимикрию, где-то что-то, конечно, понимаю, что ваша школа кино, она как бы основывается на советской школе кино. То есть хотелось бы привести пример, что чем вы занимаетесь и на какой школе вы учились, и что вы принимаете из нового, я бы сказала бы, западного кино. То есть расскажите нам немножечко об этом. Шикарно, шикарно. Это такой, знаете, нюанс, что ли, будем так говорить, который обычно обходят журналисты или те, кто снимает фильмы об этом, или там меня приглашают в эфир, на телевидении, на радио, или берут там интервью. Они и избегают обычно этих моментов, о которых сейчас вы говорите. Потому что я еще и снимаюсь в кино, у меня очень много ролей, кино как исполнитель ролей. Сам режиссирую, пишу сценарий и замечаю, что все-таки советская кинематография, все-таки она, будучи в тисках цензуры, находила возможность выхода тех сокровенных человеческих чувств, минуя жесткие рамки идеологии. То есть запреты были на все. То нельзя, это нельзя, надо только идти по линии партии. Вот, но это отдельная как бы программа, об этом сейчас можно и не Тяжелее говорить, было все знают, что снимать, такое. да, тяжелее было снимать, меньше Конечно, да, то было есть, свободы. конечно, да, человек не мог позволить себе долго, скажем, уделять внимание внутреннему состоянию героя, что вот он любит, не любит, как может человек социалистического труда вдруг разлюбить жену и влюбиться там в постороннюю девушку, или мальчик поцеловать, школьник, девочку в щечку. Вот такие запреты были. И знаете, что интересно? Я смотрю сейчас фильмы советского времени о детях, почему-то у меня такое складывается впечатление в массе, что как будто дети немножко какие-то, знаете, не от мира сего не люди. То есть, Анна, приветствую, да, я помню. Но, вот, то есть какие-то гротескные какие-то вот голоса, Нереальные. женщины дублируют Мгм. детей, все такое правильно, дети статические. Я понимаю, это травмоопасно детей там с лошади прыгать, со скачущей лошади прыгать в кузов движущегося автомобиля. Но я предлагал, давайте сделаем такие каскадерские курсы. Нет, нельзя, травмоопасно, вой-бай, вой-бай. Ну и поэтому я и далеко не ушел от этой традиции, когда детей надо статически снимать. Все, что называется динамикой, это когда они идут, плывут в лодке и так далее. Хотелось бы, чтобы динамика и локация соответствовали внутреннему состоянию детей. Я больше уделяю внимание тому, что, беря, конечно, в расчет лучшие стороны советского кинематографа, стараюсь все-таки заглянуть в переживания ребенка. Ведь когда мне говорят, ну как ты можешь снимать о любви мальчика к девочке, такого не быть не должно. Ну как? Я такое застал. Вы представляете? Я говорю, это вы не понимаете, что такое любовь мальчика к девочке. Он стихи не может написать, он просит другого. Вот, кстати, в «Мимикрии» В есть этот мимикрии, да. эпизод. Он Да. рисует портрет учительницы, вместо того, чтобы формулы писать математические. Она его ругает, но она обмякла, когда он сказал, вы мне нравитесь. Математика мне, конечно, непонятна, но вы мне нравитесь. То есть я пропускал все равно вот эти вот нюансы такие. То есть мальчик, я потому что сам прожил это. Мне нравилась учительница, она, видимо, на сегодняшний день я вспоминаю, она, вероятно, была практиканткой или закончила институт педагогический. Вот. И я рисовал на этих, как называется, на форзацах, там, на свободных местах, тетрадки или учебника, портреты этой учительницы. Вот. То есть здесь у нас идет другое понимание любви, а не то, извините меня, в кавычках, то, что взрослые меня с таким неуместным каким-то подковыристым намеком говорят, как ты можешь. Ну, что тут пошло? Это вы так, говорю, в силу своей, может быть, неорганизованности Да, да, да. воспринимаете. Вот мне приходилось с этим сталкиваться, поэтому фильм «Подранки», «Меня зовут Жа», какие-то душевные такие моменты, когда ребенок преодолевает трудности и все-таки, оставаясь непобедимым, непобежденным, он остается самим собой, пронося через всю жизнь, если это ретроспектива какая-то, вот как Глубенко, мальчик, все-таки он принимает мир таким, как он есть. Я сейчас детям говорю, вы же на светофоры не обижаетесь, которые на вашем пути становятся. Принимайте мир, какой он есть. Постарайтесь, как скульпторы, видеть лучшее в лучшем. В безобразном куске камня или коряги увидеть уже будущее
шедевр, избавляясь от ненужности, эти качества вам помогут в жизни. Я уже переношу профессиональную работу на то, что в жизни им это поможет организоваться, то есть избавиться от Ну, у вас всяких такая недугов. психотерапия, да, как бы дети участвуют в кино и совершенно проживают свои верно, какие-то да, свои внутренние да, комплексы, проблемы, и да. То выговаривают, есть, выплакивают. да, Той да, же да, да, Мимикрии, вот эта вот героиня в начале, да, то да, есть да, она да, как бы, она, да, есть старшая сестра, есть младшая сестра, и у них вот этот как бы конфликт внутренний. То есть они как бы у вас на да, 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 сцене, да, они да, в да, вашем фильме, они проигрывают свои внутренние конфликты, и родители потом им говорят спасибо. В принципе, это да, великолепное качество вашего да. кино, то, что вы, как Поэтому, говорится, да, советская снимаете. идеология, конечно, и была максимально, так сказать, для нас преградой, и в то же время научила нас обходить их. То есть в тисках мы начинали уже, как говорится, создавать, ну, то, что называется, имеющее место быть на поверхности. Замечательно. Смотрите, Вот. на сегодняшний день мало людей, которые снимают детей. Очень мало. То есть на пальцах пересчитать. То есть я считаю, что это чисто советская школа. Я не видела как таковой западной школы, где отдельно снимали бы детей, где детям было бы уделено какое-то особое внимание. Да, снимают детские фильмы. Это наш замечательный Стивен Спилберг. Значит, по-моему, единственный, который открыл тему детей, тот же самый «Экстратеррестриал». Значит, когда мальчик там знакомится мальчик Элliот знакомится с пришельцем с космоса, и они становятся друзьями. То есть, посмотрев ваше кино и ваше отношение к детям, я где-то даже приравниваю вас к Стивену Спилбергу, который понял эту детскую душу, он сам пережил травму в детстве, у него развелись родители, он потерял отца, отец выехал, и вся вот эта боль внутри Стивена Спилберга вышла в эти вот прекрасные детские фильмы. «Экстратеррестриал» один из них. Ну и много там можно фильмов найти, которых он снял в 70-е годы. Но я хочу сказать, что, в принципе, наше кино, наше советское кино, мы к нему имеем отношение, мы выросли, мы родились в Советском Союзе. Все-таки, несмотря на все эти, как бы, что я хочу сказать, несмотря на все эти ограничения, у нас есть, как вы сказали, Менуатн Кожа, у нас есть «Дети капитана Гранта», у нас есть ваше кино казахское. Еще хотелось бы про казахское кино, как бы исходя из этого еще раз говорить, что сегодня смотрит казахский зритель. То есть казахский, это может быть ребенок, это может быть детское кино, это может быть взрослое кино. Расскажите нам сегодня, на сегодняшний день, вот как я, американка, сижу, я не знаю, что такое казахское кино. Что оно себя сегодня представляет? Мы знаем советское, мы знаем американское, а вот что такое казахское кино? Если делать обзор сегодняшнего дня и как бы избегать делать прогноз на будущее, то у зрителя казахстанского нет выбора. Они принимают то, что есть. А то, что есть, это частные киностудии, снимающие комедии, такие, знаете, их называют сейчас однодневные такие эфемерные комедии, которые высмеивают наши какие-то национальные пороки. Может быть, они непонятны, не совсем понятны другим населяющим народам нашего Казахстана, так? Но много таких фильмов, которые ребята как скетчи снимают и языком кино пытаются теперь вывести на рынок. Но, видимо, это объясняется еще и желанием заработать деньги на этом. И вы знаете, есть и обратная сторона, когда этим низкопробным подходом определяется уровень нашего зрителя. То есть, я повторюсь, у зрителя нет выбора, и они думают, что вот это и есть кино. Автоматически вызывается негативное отношение у профессионалов. Но опять же, смотрите, есть и положительная сторона. Профессионалы это всю жизнь снимали за бюджетные деньги фильмы, создавая кинокартины по, ну, скажем, идеологическому направлению, так, и они сделали себе имя, то есть создавали себе определенный какой-то имидж, уровень. А тут вдруг, откуда ни возьмись, частные киностудии, которые имеют успех зрительский, плюс еще приносят кассу, и поэтому это возникло, вот это вот у нас на сегодняшний день
такая конфликтная ситуация. Поэтому это говорит о том, что частники продолжают снимать, радует, что большое количество фильмов снимается, пусть даже комедий. Вот. Ну и, к сожалению, не всегда оправданно или окупаемы бюджетные фильмы продолжают сниматься. Вот на 2 проекта я был приглашен. Не был, а вот в данный момент этот процесс идет. Вот. А то, что касается детского кино вообще, то фильмы, эти темы, если затрагиваются, то я, насколько вот помню, это когда дают любому режиссеру, независимо от его специфики там работы, или он засидевшийся режиссер, или он там до этого снимал военную какую-то тематику, на, сними детскую тему, и он просто зовет детей, дает им тексты и все. Я же подхожу по-другому. Я мир взрослых глазами детей. Изнутри ребенка, он смотрит, он воспринимает весь этот мир и пытается что-то делать. И вот то, как вы написали на мимикрию рецензию, конечно, она во многом превзошла даже мои ожидания, потому что вы углядели еще 2 параллельные линии, 2 судьбы, которые что-то ищут. Они бегут. Он бежит куда-то непонятно зачем-то, даже не за машиной, а просто он бежит или догоняет. Параллельно летит этот воздушный змей, несбывшейся мечты. Девочка в лесу заблудилась, бегает, мечется тоже, ищет что-то. Вот это вот вы углядели. И мне кажется, все-таки вот это золотое сечение поиска, это, наверное, все-таки та визитка, которая может олицетворять, грубо говоря, наверное, ну, то есть, грубо говоря, высокопарно, может быть, то есть, то, что вот я к чему стремлюсь. Я тоже в поиске, потому что мы все знаем, что мы были детьми, но, к сожалению, забываем, что мы были дети. А дети, к сожалению, не знают, будут ли они взрослыми или нет. Очень хорошо сказали. Смотрите, мы опять возвращаемся к нашим классикам. Мы, будучи поколением, то советское поколение, вы немножко старше меня, я немножко младше вас, мы все равно выросли на книгах этих наших классиков. Наш замечательный классик Бердыбек Сохпакбаев, «Менің атым Қожа», Да-да-да, и его «Менің атым Қожа», и также у него отдельная книга «Балалық шаққа саяхат». То есть да. путешествие в детство, да. И исходя из этих книг, то есть мы видим, что мы к чему-то стремимся. Ваш фильм хорошо отражает именно это желание найти свои корни. У меня тоже дети американские, как Амели. Ваша Амели, героиня вашего фильма в «Мимикрии», она выросла, родилась, выросла в Америке, приезжает, значит, в этот лагерь. Мы не будем рассказывать про весь фильм, но она как бы ищет то, чего она не смогла найти, как бы ей не дали в Америке, родной язык. Анателя. И она вот как бы ищет как бы в поисках вот этого родного языка. И это очень сильно, как говорится, я когда посмотрела ваш фильм, я, естественно, и поплакала во мне, как говорится. Но в этом ничего такого постыдного нету. Он как бы вышиб у меня слезу этот фильм. Я надеюсь, что его очень хорошо примут и зрители в Казахстане, и зрители в Америке. Я очень рада, что мы все-таки вытащили ваш фильм и подали заявку на участие в фестивале, американском кинофестивале иностранных фильмов, вот как бы короткометражных. Мы сделали из него короткометражную версию, поэтому надеемся на то, что посмотрят американцы, и тоже как бы этот фильм заставит кого-то задуматься, и люди, естественно, задуматься о своем, о сокровенном. Очень хорошо вы сказали. Следующий вопрос хотела бы вам задать. Смотрите, вот как бы я выехала в конце 90-х из Казахстана. Я не вижу вот эти короткометражные новые фильмы, которые вот эти вот скетчи, ТикТок, все, что выходит в плане «Азель-Сахак», юморный такой сатирический момент, тойская как бы тематика, скажем так, да, в основном тойская тематика в Казахстане. Я этого не вижу. Я уехала тогда, когда к нам пришел Запад. То есть мы на КТК, на ТАН, на всех вот этих телеканалах смотрели переводы западных фильмов. Вот. И как бы что случилось с того времени? То есть как бы мы жили в советском таком вот своем небольшом таком, как вы говорите, не мимикрии, а советском таком своем мире, и пришел вот западный фильм. Западный фильм пришел, мы посмотрели все переводы всех Брюс Ли, всех, я не знаю, этот самый Серджио Леоне, и Мартин Скорсезе пришел с этим «Однажды в Америке». То есть мы пересмотрели как бы все западные фильмы. А что вот на сегодня,
вот с тех пор, с конца 90-х вот до сегодняшних день, то есть это уже 20 лет, получается, 20-25 лет. То есть за это время можете ли вы назвать какое-то одно, там, может быть, два хороших вот таких эпических казахстанских фильма, которые как бы вот даже, в которых вы, может, возможно, снимались как актер? То есть что заставило вас прийти к 50 своим годам к режиссуре? Вот что я хочу спросить у вас. М. Вот, будучи все-таки по первой своей образованию и по профессии художником, я повстречал графика, замечательнейшего, неповторимого по своим работам художника большого казахстанского Евгения Матвеевича Сидоркина, с сыном которого я учился. Вот. Ну и супруга Гульфайрус Мансуровна Исмаилова, мой рецензент, вы ее тоже знаете. Вот. Он так и сказал в свое время: не те мои ученики, которых я обучаю непосредственно в каких-то классах, а те, кто считает меня своим учителем. Фактически, когда я смотрел вами перечисленные фильмы Серджио Леоне и, там, скажем, Иштвана Сабо и всех, вот, кто там у нас еще вот и в те года, сейчас я не могу навскидку даже вспомнить, то есть мы обязательно находили время и посещали по нескольку раз вот такие вот большие фильмы и учились на них. То есть я больше вбирал эстетику. Мне не важно было, о чем фильм, как выстраивается композиция, культура подачи. То есть вот этот институт кино, я не имею в виду учебное заведение институт, то, чего нет у нас. У нас театральная школа во всем. Вот. А даже вот съемки у нас, знаете, с одной большой общего плана с камеры, вот эти вот голоса такие, яркие краски, все, как будто дети, ну, не те люди, которые способны смотреть американские большие психологические фильмы. Им все подают вот такое вот, все такое причепуренное, сладостное, такое приторное иногда, голоса такие, то есть помесь мультфильма, сериала какого-то, мыльной оперы, и вот эти вот, вот это вот сейчас какая-то, знаете, манерность или пародийность где-то вот прослеживается. То есть как это, подражательство, скорее всего. Вот я не знаю, мастера обычно, когда учеников своих воспитывают, выписывают, они, конечно, принуждают их к подражательству, потому что заказы, когда они берут, они не успевают сами делать, и ученики это делают, там понятно. Но у нас ведь такая школа пошла псевдо-подражательство на низком уровне, к сожалению, и я бы не хотел попадать в эту категорию, поэтому я максимально смотрел, как переходы делаются, монтажные, технические, как звук сопровождает, какая интрига параллельно идет, почему слова не соответствуют действию. У нас, когда говорят, слова расходятся со словом, с действием, это ошибка. И я сейчас ребятам преподаю, говорю, вы когда идете, улыбаясь, и говорите наоборот, не как сегодня хорошо, мне весело, потому что на улице солнечная погода. Это тавтология, мы тратим время. Там каждое слово на вес золота, и надо успевать на минимум средств уместить максимум эмоций и информации. То есть вы заходите с радостным настроением и берите какой-то там реквизит или локацию, отыгрываете, и сразу же приступайте к делу. Будет понятно шлейфом, что там все весело, что светло. То есть вы как бы не носитель чего-то, вот, ну и так далее. Это тонкости моей методики, которую все-таки я углядывал вот в том, что вы называете проникновение западного американского кино. Вот. То есть вот это вот на меня огромное влияние оказало. Плюс вот эта вот теплота советских переживаний, детдом, папа бьет детей, куда мы денемся от этого, тоже не уйти. Мама там не всегда уделяет внимание семье, будучи озабоченная своей новой жизнью, если там мама многодетная семья. Дети брошенные, беспризорники, послевоенный голод и так далее, и так далее. Это все советские какие-то, знаете, исторические нюансы, которые все равно дают отпечаток на последующее поколение. И все это надо подавать эстетически. Все-таки кино-то имеет свой язык, свою подачу. Вот это приходилось вбирать и совмещать. Поэтому сейчас никто этого не запрещает. И думаю, ради бога, действуйте. Я Очень этим хорошо опытом... сказали. Да, смотрите, пришла такая мысль, пока вы рассказывали про Сержа Леоне, то, что вы берете для себя из этих фильмов, почерпнули, и то, что вы привносите в искусство кино. Смотрите,
в Америке все-таки, я бы сказала, зритель – это как бы потребитель продукта. Есть продукт. Продукт – это Да, кино, это что-то, что угодно. Он-то потребляет это кино. В свое время итальянские режиссеры, почему их назвали спагетти-вестернс? Почему вот эти вестерны называли спагетти-вестернс? Потому что их снимали итальянские режиссеры, и как бы они свое внимание перевели на то, чтобы снять вестерн. Почему? Потому что тогда, в это время, в 50-е, 60-е годы прошлого столетия, вестерн – это было то, что смотрел зритель американский. То есть итальянский режиссер переобулся, и он пошел снимать своего Кевина, господи, как его зовут, столетнего нашего актера, забыла, как его зовут, неважно, главного там нашего этого The Good, the Bad and the Ugly, и не приходит сейчас. Ну, вы знаете, о ком я говорю, то есть они начали снимать... А? Клинт Иствуд, Клинт точно, Иствуд. спасибо, Рахмет. Вот, и как бы они как бы начали подавать фильм, который скушает зритель. Вот, а вот как насчет вас? Вот вы снимаете детей, да? Дети у нас в Казахстане, да вообще и везде, по всему миру, по-моему, вот это та категория значит, зрителя, который не знает, то есть ему что подают, он то и съест. Кто ваш зритель? Хочу понять, что куда вы направляете свое внимание, чтобы кто бы вас смотрел, кто ваш зритель, кто будет потреблять ваш продукт. Кто это? Да, Расскажите нам, пожалуйста. я понял. Я Мгм. понял, да. Вы говорите о целевой аудитории. Это, конечно, святая святых, обрести своего зрителя, как и, ну, наверное, у каждого, на ком ответственность, личное свое, с претензией на всеобщее, максимально всеобщую зрительскую аудиторию распространить, то есть с пониманием, то есть охватить большую зрительскую аудиторию. Конечно, не без этого. Но вот вы говорите сейчас о ковбойских фильмах. Смотрите, Дефа снимали про ковбоев фильмы многочисленно с участием Гойко Митича. Гойко Митич был положительным, там были солдаты, север, юг, как говорится, история чуть Америки, но она опускалась. И шляпы были всегда завернуты вверх полями. Итальянцы же, снимая эту тему, поля опускали вниз. Это Франко Неро где-то даже, по-моему, говорил об этой тонкости. И мне почему-то казалось, а почему у нас не снимают? И что тут, кто запрещает? Тем более, фактически, если вдариться как бы в такие нюансы, когда, скажем, идеология, там, ну, скажем, проникновение на территорию там Казахстана, тоже каких-то там, скажем, и империи, или там каких-то нововведений, как нам говорили, и так далее, притеснений, все. Там индейцы, тут казахи, там, значит, идеология Америки осваивать земли. Здесь параллелей много. Там, значит, бизонов уничтожали, здесь, значит, скот забирали, но это темная сторона. Но смотрите, уничтожая бизонов, эта необходимость возникла, уничтожение, то есть бизонов накладывает отпечаток на костюм. Это шляпы, платки, которыми завязывали лицо, они их потом разворачивали, вот эти штаны с кожаными накладками, каблуки и остроносые. Конечно, это все было романтизировано, мы в это одевались, мы индейские перья что-то там мастили. То есть у нас не было такой, как бы, деления такого, это наши, это не наши, там, индейцы плохие или хорошие, или американцы белые. То есть кино как-то балансировало. Там всегда был какой-то там Зепп Стамп, ходил белый старик мудрый, который больше за индейцев, нежели продолжал вот эту захватническую политику Америки. То есть там художественная такая композиция держала просто зрелищность. И вот я подумал, а почему бы нашим тоже не снимать такие фильмы, ну, скажем, как Дарсу Зала, тот же человек, дитя природы. И можно прям даже параллельно с ребенком. У меня есть такая тема, она называется «Мерген», где с детства ребенок, попадая в ситуацию, в которой охотник находится, человек природы, казах, ему мать говорит, ну зачем тебе надо? Отец свой погиб на охоте, ты себя хочешь посвятить охоте, зачем тебе это надо? Вот он идет в эту стихию, идет, опять же, видите, поиск чего-то, не может найти ответа. И там, естественно, у меня языком притчи написан этот, ну, будем говорить, сценарий. То есть мне бы хотелось бы, конечно, именно вот такой вот вестерн, но чисто на нашей почве, на национальной. То есть к чему? К тому, чтобы все-таки, не вдаваясь в историческое прошлое, показать, что казахи выживают в любой ситуации.
ниже 40-50 холода живем, выживаем, и в жару выше 40-50 тоже мы живем. Здесь физически ни один завоеватель не сможет выжить. Вот, поэтому вот этот оптимизм должен присутствовать, и пусть это будет подано зрелищно, и все. Ну, доживем до этих времен. Дай бог, С дай бог. ними. Да, дай бог. Отлично, замечательно. Вот вы смотрите, вы сказали вот интересный такой вот момент, что если мне удастся снять такой же вестерн в казахских степях, на казахской земле, это можно все сделать. Скажем так, а если вас вдруг пригласят в Америку и скажут: Марат, давайте со мной вместе снимите фильм. Вот такой вот каверзный вопрос на американской территории. Что бы вы хотели снять? Я буду больше 100% за, потому что если говорить о теме казахской, то локации с Америкой одинаковые почти что, и природные, и горы, и озера, и степи, и вот эти вот даже туда в сторону Аризоны, если Мексику, там чисто наши казахские степи, почему бы и нет, и всему можно найти какое-то, знаете, скажем, такое ценное, что ли, ценное. По-любому можно всегда найти какую-то человеческую ценность. Потому что локация для меня – это не место действия, это состояние того внутреннего, что из себя представляет человек, как носитель вот этой земли. И он обязательно приживется, как вот перевести из Казахстана какое-то растение, там в Америке приживется этот цветок. Поэтому и творить творчески тоже можно, да ради бога. Вообще вы затронули очень интересную тему. Мы с вами об этом не раз говорили. То, что у нас за последние 25 лет, ну, включая меня, я живу и проживаю в Америке уже четверть века, я как бы являюсь свидетелем того, что к нам едет очень много казахов. Эти казахские дети, которых воспитали, удочерили, усыновили американские семьи, это же те же казахи, которые перешли границу через Мексику. Это целая драма. Человек, который перешел, выжил, как вы говорите, неважно, перешел легально, нелегально, мы не будем затрагивать этическую сторону вопроса, мы просто говорим о том, что человек перешел эту самую, как говорится, большую прерию, перешел через, выжил 40-градусную жару и перешел границу и сидит теперь в Америке. То есть это эти те же казахи, которые приезжают сюда за большим долларом, за длинным рублем, у нас в советское время говорили, а здесь, наверное, будет длинный рубль, длинный доллар, осваивают территорию, садятся за трак, едут, отправляют своих детей в школы, пашут по 80 часов в неделю. То есть это действительно такая тема, которую можно снимать и снимать. Это та же самая драма. Не обязательно можно это снимать о казахах, это можно также приурочить, например, к индейцам. Потому что как бы как-то мы все-таки Да. параллели находим между казахами и индейцами, да? Да, этому очень много есть нынче научных, доказанных, научно обоснованных теорий, сближающих родство нас с североамериканскими индейцами. Казахов я имею в виду. Очень много и языковые, и этнические, там, и религиозные даже, скорее всего. И в силу того, что где мы живем, мы также и одеваемся, и наше вот это вот прикладное искусство схоже во многом. Вот. Ну, очень много такого общего, конечно, много М, общего. Вот. Замечательно. Вот. Марат Акижанович, еще такой вот вопрос вам. Насчет вашего фильма. Вот мы вот с вами недавно поработали над ним. Вы сняли замечательный фильм «Вернемся к мимикрии». Я немножечко вам помогла с субтитрами и написать небольшую рецензию, summary для американского фестиваля. То есть какие у вас цели и задачи, какие у вас, даже не цели и задачи, какие у вас надежды вот с этим фильмом? Вот просмотрит его американский зритель, что вы хотите, как бы какая у вас мечта, вот, чтобы с выходом этого фильма на западных подмостках? Один герой, мальчик, на вопрос девочки, он играет мальчика, который рожден за рубежом. Это в другой фильм, я на Балхашева снимал. Когда девочка говорит, а почему, если ты казах, не живешь здесь? Ну, у нее мама там француженка. Она говорит, вон она, кстати. Он отвечает, казахи могут жить везде, где хотят. Ну, а почему ты все-таки здесь не хочешь? Это же твоя родина. Он говорит, зато где бы я ни находился, я всем им рассказываю, кто такие казахи.
То есть хотелось бы все-таки, чтобы какая-то миссия была четко определена, потому что творчество, оно безграничное, а искусство бесценное и бесцельное. И хотелось бы, чтобы какая-то все-таки четкость была в миссии. Хотелось бы все-таки быть понятым от имени, если мы говорим, казахского народа, не отделяться, допустим, в фольклоре, в каких-то наших специфических тонкостях национальных, от всего мира, что вот мы такие неповторимые, и вы, если не понимаете, то это ваши проблемы. Наоборот, находить нечто сближающее не только с одним народом, а с максимально огромным количеством людей, у которых все-таки будем говорить, поколениями находится огромный пласт этнической культуры. То есть это надо сейчас поднимать. И даже вот этот актер, как его, Эдриан Броуди говорил, вы не гоняйтесь за нашей культурой, вы не пойте на английском языке, не подражайте, вы свое. Вот это, он вот так показал, имея в виду Дом Бру и наш фольклор. Я действительно, наконец-то, от него вразумительную речь услышал, потому что музыка джазовая, допустим, Хендрикса взять, Пинк Флойд, это же наша пентатоника, это степи, это вот это вот та-та-тан, 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 это домбровый ход, это Пинк Флойд какого года, 80-го, по-моему, The Wall или какого-то года. Представляете, до сих пор это актуальная вещь. Я в машине, когда еду, слушаю ее. Или Джимми Хендрикс, когда он начинает речитатив, и когда думает, что дальше ему петь, он заполняет его, как в Айтысах, музыкальным какой-то там музыкальным рисунком. У нас же это опять тоже пробел большой. На одной сцене Джим Сэшн, там и Биби Кинг, и Бадди Гай, и Эрик Клэптон. У нас не могут ужиться певцы и музыканты на одной сцене. Ну что это такое? Об этом и говорить стыдно даже по причине этого нежелания работать. Вот поэтому хотелось бы вот это, обо всем этом говорить, рассчитывая на понимание, будем говорить, американского зрителя. Тамаша, замечательно, Языком замечательно, кино, естественно, языком кино, потому что так кричать с трибуны бесполезно. замечательно, У нас есть Тамаша. чем говорить. Вот. И, естественно, этническая культура, это прикладное искусство, музыка и так далее. Это все можно уместить в наш язык кинематографа, доступный им, естественно. Я имею в виду американскому зрителю. Тамаша, замечательно. Вот это миссия, об этом я говорю. Мгм. Миссия это великая миссия. Я считаю, что мы, каждый должен из нас, будучи, как говорится, принадлежащим 20 миллионам этому этносу, мы как бы не имеем права жить просто так. Это мои 2 копейки. Нужно нам, как бы это пафосно не звучало, мы, наверное, звучим пафосно. Американцы говорят, мы звучим как большой сыр, чизи, то есть пафосно, как Да, большая вата, приторно, может быть, это звучит. да, Но, да. будучи казахами, неважно, как вы говорите, где мы находимся, в Казахстане, во Франции, в Америке, на Камчатке, все-таки наша миссия сохранить нашу культуру, сохранить наш язык и сохранить в большей степени. У нас нет возможности просто расслабляться как большим народом. То есть Ну, большие народы, по-моему, они это большие. вы, Эльдана, вы меня извините, по-моему, это проводите вы не безуспешно там, Рахмет, находясь там. рахмет, Конечно, қазақта да сөйлеп, кітапты жазып отырсыз. Мені жазып мысалы отырмыз, иә. кино деп дамытып отырсыз, сол көрерменге жеткіздірейін деп. Ә, По-моему, эту миссию, әлбетте. в первую очередь, вы выполняете там, успешно находясь там. Ой, рахмет, рахмет. Сонда сөзіңізге көп рахмет. Енді марқайып отырмыз сізбен бірге жұмыс істеп. Очень рады, очень радуемся тому, что у нас вот такой вот есть тандем, у нас есть действительно возможность поговорить об этом и сделать не один проект вместе. Насчет Да, дай проектов, бог. насчет не один проект вместе, дай бог. Какие у вас планы? Ну, не рассказывайте нам все, а как бы небольшие вот планы на будущее, что какие у вас есть проекты, над которыми вы собираетесь там работать в течение следующих года, 5 лет? Вот смотрите, если вернуться к моей киношколе, то вот один маленький фрагмент, почему специфика моей киношколы, она отлична от театральной методики. Сцена – это гротеск, обусловлена местом действия, речитатив, громкоголосие и так далее, все ярко. В кино же можно говорить шепотом, потом кино – это доступно для любого исполнителя роли. А театр – это предприятие, где
закончив вуз, называют себя актерами, профессионалы и идут на работу туда. Кино же это общедоступное, поэтому я детей не отпугиваю, говорю, вы, главное, воображение развивайте. И вот смотрите, результатом является то, что они понимают, что такое игровой реквизит, исходящий, обставной, живой, транспортный реквизит. Например, мальчик, братишка или сестра с братишкой, когда разговаривают, и у них не получается разговор, они его не проговаривают текст, а она в какой-то момент она укалывается иголочкой, когда шьет ему что-то заботливо, а братишка, будучи избалованным, еркебала, сидит, не обращает внимания, а сестра, и вот он что-то ей ляпнул, и она именно находит момент, место и укалывается, и мы тут видим крупный, вот это кино, это технология, крупную капельку красной крови. Царик такой, она его так слизывает, но ничего не говорит. И зритель понимает, какая все-таки щемящая боль от вот этого легкомысленного отношения братишки к ее заботам. Вот она ходила с ним на тренировку, а он так, не приняли. Вот эти нюансы дети у меня умеют четко ими оперировать, умеют управлять эмоциями. Это вот мне хотелось бы, знаете, совместно с американской какой-то киношколой такой сделать мастер-класс или обмен, или там какой-то вот, наверное, провести совместный такой, мастер-класс, будем говорить, что там, форум или конференция, какая разница, как ни называй, обмен опытом. Опять же, вот сближение, все-таки на сближение, находясь по обе стороны земного шара. А почему бы и нет? Азарт в этом есть. Почему бы Все нет? дети Почему бы нет? талантливы. Действительно. Да. Вот это вот Да. один из моих планов, мечта поработать с вашими детьми, я имею в виду по ту сторону, и узнать, как они мыслят, каково для них это кинопонимание, выражение языком кино. Я не имею в виду Дэна Маклера, Академию, Нью-Йоркскую фильм-академию. Там чисто, извините меня, образовательная структура, там бизнес и так далее. А хотелось бы посмотреть, как они сознательно тянутся к кино. Когда я у детей спрашиваю, поднимите руки, кто из вас делает одолжение родителям. Один честно сказал, да, чтобы моя мама успокоилась, я хожу на ваши занятия. Но он действительно способный мальчик. А многие говорят, нет, мы сами, нам нравится кино. Видите, тяга есть. Надо только не упустить эту возможность для процветания этого, не дать увядать этому желанию выражаться языком кино. Тем более искусственный интеллект способствует тому, чтобы черная работа была исполнялась быстренько, и мысль бежала параллельно ее реализации. Доходила быстрее до зрителя, вот так скажем, как продукт до потребителя. То есть искусственный интеллект дает возможность этого ускоренного подхода. Нельзя бояться его. Нельзя То есть, бояться его, действительно. да, Его нужно искусство, использовать в своих целях. да, киноискусство, должен вам сказать, для меня, вот на сегодняшний день, это становится таким индивидуальным, как вот художник, кисть краски, и вот его полотно. Все, он создал, пошел, вывесил, все. Вот кино тоже не надо, такие толпы людей, там все. Вот кино, искусственный интеллект, все, он сделал, оно дошло до зрителя. Он индивидуальный, он не преодолевает все этапы. А то вот, как же мне идея, художник одно предлагает, композитор чуть-чуть так, и в оконцовке фильм выходит совсем не так, как я хотел. Вот эти же вам знакомы стенания, да? Да, ну Вот. это вы вообще попали в жилу, потому что в американском бизнесе, в любом, кино это тоже бизнес, называется target Конечно. to market, то есть действительно быстро выйти в рынок, добиться Да. своего продукта, чтобы его увидел потребитель, то есть его целостная аудитория быстрее увидела. Это вот target to market, действительно это так. Еще хотела парочку вопросов задать вам на сегодняшний день. Смотрите, вот Менің атым Қожа. Это 60-е годы. Вы родились, я еще не родилась, но мы все выросли на этом фильме «Казахи», «Менің атым Қожа». А кто Да. такой Қожа сегодня? Вот вообще, кто это такой? Вот вы занимаетесь детьми. То есть можно ли выйти, как бы найти этого героя и снять этого определенного условного Қожа? Кто он? Он сегодня сидит в Астане, в Алмате. Кто такой Қожа? Вот можно ли его найти, можно ли снять примерно вот такой же фильм, который ассоциирует целую эпоху детей 20-х годов? Не то, что можно, нужно, потому что нынешний ребенок, при всем при том, что ему запрещают, я так и говорю ребятам, нам тоже запрещали в свое время многое, при всем при том, что ему много запретов ставят, он и в то же время нынешний подросток обложен многими, можно сказать, такими
как это сказать, большими нагрузками, что ли. Вот эти вот школьные формы, эти экзамены, эти ЕНТ, Сочи, ссоры, это чуть что, это забирание мобильников, ограничение каких-то там еще чего-то, наказание, повиновение, вот это вот все. И он смирился с этим все. И вот сегодняшний школьник все-таки имеет ну, хитринку такую, выживать в этих ситуациях. Он подстраивается под ситуацию, чтобы не навредить ни маме, там, ни... Я Мимикрирует. говорю, фактически он сливается с этими требованиями, мимикрирует, да. И чтобы он думает о том, чтобы все-таки, давай я сделаю этот предмет, и мама меня больше любить будет, и учитель зауважает, и друзья как бы усилят свою тягу ко мне. Вот, кстати, у меня есть такая короткометражка, где девочка и говорит своему соседу по партии, ну кто так свой выражает отношение к предмету? Ты сделай то, сделай это и так далее. То есть надо все-таки преодолевать. Легкого ничего не бывает. И вот современный школьник – это продвинутый. Почему я говорю, учителя забирают у вас сотки? Знаете, только не говорите, что я вам сказал. Они нет, 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 не скажут. Я с ними как на равных разговариваю. Потому что учителя боятся остаться без работы. Потому что вы все знания получите с мобильников. Поэтому они говорят, забираю мобильники, выключаю интернет. Слушайте меня. Пишет на доске, а если кто-то не понял, домашнее задание. А домашнее задание сама же сидит и ночами проверяет проблемы себе. Но лучше вы делаете, что вам говорят. И ваши мамы учились в школе, и все мы. Знания все равно осядут в вас. А потом научитесь оперировать этими знаниями, как продукты, которые в экстремальной ситуации, в кипятке, начинают по-разному доходить до точки своего кипения, варенья. В оконцовке создается нечто другое, третье. Даже я цвета смешиваю. Ты синий, ты желтый. А мы же смотрим на то, что между вами, ты зеленый. Вот так вот приходится их отвращать от агрессии, от такой иллюзии агрессивного взрослого мира. Вот фактически вот современный мальчик должен быть такой продвинутый, смышленый, знающий, кстати, я удивился, по-английскому разговаривает, yes, I do, говорит, потом казахша, без проблем. Он не заморачивается. А почему я должен на русском говорить? Раз, оршыл, потом раз, да, то есть ақылы бар, мастерство есть и воспитание, то есть үлкен кісінің айтқанын тыңдап, атып түрегеліп, то есть вот это вот мексиканцы приехали, тоже вскакивают, содействие, она үйге сарқыт алып кетіп жатыр, мексиканцы, мне это понравилось, сарқыт бар ғой біздің қазақша. Да. Они тоже говорят, это, говорят, туда, в гостиницу, кто не смог к нам прийти туда. То есть вот много общего. То есть вот продвинутый, современный, смышленный. Я думаю, это будет подросток такой понятый теми, кому мы, допустим, хотим, с кем бы, вот как вы говорите, если, да, зрителей. И, конечно, хотелось бы такой совместный фильм еще создать, помимо мастер-классов совместных с американцами, то есть о том, как дети приезжают туда и начинают знакомиться с этим, с тем и так далее. И казахи рассказывают о своем, и американцы рассказывают, без деления на какие-то там другие ненужности. Тамаша, вот. Замечательно. Вот и как бы на засыпку вот такой вот вам вопрос, да, наш замечательный, раз уж мы говорим с казахским режиссером о казахском кино в мировом масштабе. Хорошо, давайте вернемся к нашим истокам. Төлеген и Кызжыбек. Фильм «Кызжыбек». Фильм замечательный, классический, как говорится, эпос, да, это как бы святая святых нашего казахского кино. Берем Кызжыбек, немножечко храним его, как говорится, в уме и вытаскиваем из наших недр памяти фильм 70-х годов. Это «Шогун». Вы его, наверное, видели. Либо это «Семь самураев». Окей, я условно говорю. Сейчас пересняли «Шогун» на этот, американского... Нет, да, американский режиссер, скажу, как его зовут в конце, если ко мне придет. То есть сейчас как бы на подмостках MGM плюс Amazon вышел новый фильм «Шогун». Его пересняли. И немножко другая интерпретация этого фильма. Если бы мы взяли тот же самый «Кызжыбек» и пересняли его сегодня, смотрел бы зритель этот фильм, как бы наш казахский зритель отнесся к тому, к новой версии «Кызжыбек». Нужно ли это казахам? Нужно ли переснимать классику? Вот такой вот вам вопрос. Нужно, потому что по прошествии определенного времени меняется общая культура поколения, и нужна новая подача для них.
То есть та же тема остается. То есть вот как я, например, ребят беру, говорю, мы с вами одни и те же актеры, та же локация, те же реквизиты, те же слова, но мы чуть-чуть что-то меняем. То есть я его веду вот так под руку, и ничего не говорю. Говорю, что происходит? Они говорят, он провинился, вы его куда-то ведете, к директору. А теперь я его за руку беру и веду за собой, и улыбаюсь. А он ваш там сынок или племянник, вы его в музей ведете. Видите, я ничего не говорю, меняется целая история. Видите, то есть мы оставляем слова, тему, эпос и так далее, но находим новый подход. То есть точку зрения. Мы не будем Бекежана показывать как человека ненавистного. Человек, ну, это Марк Антонис своего рода при Цезаре. Вот. Девушка на выданье. Ну, кто знал, что она влюбится? Ну, кто ожидал? То есть повод, это искринка. То есть надо найти в унисон попасть. То есть две мелодии сливаются в определенный темпоритм и создается гармония. То есть надо снимать и находить новые точки соприкосновения с этой темой и находить методы восприятия, доходчивые Отлично. методы восприятия новому поколению. Нужно даже. Всю нашу классику, эпосы, все наши народные эпосы, вот эти Жалмауские, Пыржестернах, Анаумно, Алпамыс Азаттың. Батыр. Мгм. В Америке, наверное, нет таких сказок народных. У нас есть. Вот это надо показывать. Вот это есть возможность у нас Эти и сказки более в сказать. нордических, я бы сказала, у нордических народностей. Мы находим эти сказки, действительно, они есть у норвежцев, они есть у финлянцев, они есть у шведов, то есть эти сказки есть. Америка такая как бы сборная, я бы сказала, солянка, что она основана на протестантской культуре. Есть, конечно, сказки, но они как бы более 200-300-летней давности. Их нужно выкорчевывать из европейских этих самых культур. Плюс перемешана мексиканская культура с Los Dios de Muertos, то есть День всех умерших, когда вы воскрешаете вот эти вот как бы непонятные эти самые Бажалмауским, например. Вот. А вот я еще могу дополнить, Эльдана, прошу прощения, буквально Да, коротко. да, да, Вот да. вы сказали еще, какая тема все-таки трепещет внутри, как вот птица крылья, вот из клетки рвется, да? Смотрите, вот никто до сих пор не может дать четкого определения. Почему у нас рядом стоит Ахмед Байтурсунов, Алихан Бокиханов, Алиби Джангильдин, и в то же время говорим красные, там эти баи, эти идеологи, эти алашардинцы расстреляны, просто какая-то мешанина идет, пока общая информация. А почему бы не сделать так, как, скажем, это подавал в свое время Булгаков, не делил он на белых и красных, на белых и красных он делил. Еще и Алов и Наумов мастерски смогли эту подхватить волну. Они показали людей одной нации, причастных к одной земле, к одной истории, но разделенные идеологически до трагических последствий. То есть вот вынужденных эмигрировать. Вот казахи фактически то же самое пережили. Белые с этими бабочками, белые подворотнички, это наши алашардинцы и большевики, которые тоже были вынуждены поднимать народ, выводить до каких-то там уровней, там заводы, грамота, всеобщей грамотности. И тот же алашардинцы наши вот эти вот, ой-бай, как его, Кмеда набру, Туркестанский легион. Мен де есіме келмей жатыр. То есть они же, кейін. каждый по-своему переживал за будущее народа, чтобы да. исчезло, да, вообще наше генетическое наследие. Историческое наследие, генетическое наследие. Это как бы скажем так, есть Алихан Бакиханов, есть Алиби Жангельдин. У обоих одна и та же, как говорится, на повестке дня улучшение жизни казахов. А как они на это смотрят? Но они, это да, в силу многих обстоятельств, да, они стали врагами. Кровными врагами, вот и все. То есть они оказались по обе стороны исторической вот этой вот стены, которая их разделила. Я имею в виду Мустафу Шокая, та же, да, вот. И те личности, и писатели, которые вынуждали тоже быть на стороне тех или этих. Вот это хотелось бы тоже поднять объективно. Вот вы, наверное, со мной согласитесь. Белое движение и красная идеология. У казахов это тоже это было. И надо четко знать это. И тех любить, и этих. Потому что и те наши отцы и деды.
и творческие, и военные, и интеллигенты, и инженера, Да, учителя. это как бы надо, во-первых, я считаю, как-то привлечь замечательных казахских писателей, классиков, кого-то из наших молодых, кто может эту информацию преподнести. Это тот же самый Абдижабель Нурпиисов, там, Хан Ментер, «Кровь и пот». Да, Это да. вся вот эта вот Вот вам, кстати, информация, классика, которая требует классик, выхода в да, новой Хан версии. Вот. Ментер. Это тот же Да, самый, как это самый, Кокжол Кайгак, сейчас придет ко мне. Это вся классика вот этих не Сайн Muratбеков, а Сабит Муханов. Это вот первая половина 20 века классическая казахская ну, литература да, и на одной Мухтар стороне Ауезов, весов. конечно. И на второй стороне Да, весов это те, которых мы не знаем, и которых мы начали узнавать в начале 90-х с да. приходом, Бекмаханов да, и Илья Джансугуров. Конечно, эти всех. трагические И действительно нужно писать страницы. очень хороший сценарий, но на это, естественно, уйдет очень много времени. И сейчас как бы выходит, я хочу сказать пару слов, это еще у нас есть режиссер и замечательный писатель Ербол Жумагул. Он сейчас, кстати, будет выпускать фильм о Кунаеве, он уже вот-вот готов к выходу. Вот выйдет документальный фильм о Кунаеве, которым действительно никто за последние 30 лет даже не обмолвился. А все-таки плюс Ерболу Жумагулу, что он как бы этим занялся. И сейчас будет выходить этот фильм. Вас не видно, Марат? Куда-то вы Ой, а ушли. что такое? Почему? Не знаю, почему-то не видно. Вы сейчас нажали на камеру, Ой, нажмите. бай, сейчас. It's okay. Мы, возможно, это и уберем из Сейчас, нашей. вот. Ага. Сонмен, действительно, я считаю, что у наших казахских режиссеров есть карт-бланш. Это Мгм. немеренное поле работы. Это действительно работать на благо нашему этносу и нашей культуре, потому что действительно мы куда-то уходим не туда, кто в степь, кто по дрова. Тойский бизнес прекрасно, но это не все то, что составляет казахскую суть. Вот Да. поэтому у нас немеренное поле работы. Вот, поэтому как бы вот на этой вот вот на этой ноте, на такой замечательной Мгм. ноте, что у нас много работы, дай бог нам Да, я вот всем. только хотел об этом тоже сказать. Мгм. Айта беріңіз. Да, я вот хотел сказать, что это значит обязывает нас в первую очередь беречь здоровье, потому что это энергия, а энергия нужна для того, чтобы вот это вот поле Для немеренной творчества. работы постепенно реализовывать, доводить до того, о чем мы с вами говорим. До Все правильно, понимания будет так говорить. все И правильно. поэтому мы желаем всегда найти применение своим талантам, хотениям, желаниям. Это так. Я очень рада с вами сотрудничать, и я желаю Мгм. вам вот со стороны нашей американской, думаю, все, кто будет вас смотреть, все как бы, всем желаю прекрасного просмотра этого Да, замечательного спасибо. фильма про детей, и про взрослых, мимикрии, и казахскому зрителю, и американскому зрителю желаю, чтобы они лицезрели ваши фильмы, смотрели, проникались проблемами отцов и детей, наших, как говорится, культуры нашей, и желаю вам огромных творческих успехов, сил, здоровья, чтобы вы творили, чтобы мы смотрели ваши фильмы и приобщались к прекрасному. Көп рахмет Спасибо. сізге. Все. Спасибо.